expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Начать всех подряд. Бля, я хотел бы игру пройти. Did not impress the imperial nobility either. Это я что-то уже устал. Until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. А еще DLC кучу надо пройти. Что-то квест у меня затупил, короче, с этим. На каменоломнях там. Что-то квест как-то тупанул, вообще не пойму, что с ним делать. Ну, тут видишь еще уже все DLC есть. А, в реале, да, он с работы приехал недавно только. Так, что это такое? По дороге там вас предприятие, бла-бла-бла-бла-бла. Вы можете начать разбираться с опасностью дорог, поговорив с паном Рацигом после завершения задания баптизм в огне. Понятно. Так. Платчика можно будет после выполнения ветки остальных его заданий. Завершаемых заданий Роберт Барон. Можно начать после сюжетного задания Кэш Трансферс. Понятно. Так, это когда? Баптизм Fire. Понятно. Так, 03. Вот с какого сейва бы начать? Наверное, вот с этого лучше. Помню, как с коротышкой сразу вначале тупанул, победить никак не мог. Блять. А там вообще смысла в этом, какого, с коротышкой-то, там рукопашка же, нет? Или что, или с какой? Что-то даже коротышка, только коротышка, уже не помню. Я понял. У меня вот этот квест висит, его надо доделать. Я хочу сейчас эти гребаные... Как их? Я вспомнил, что за коротышка после того, как замок там этот пристанище этих разбойников берешь, да? Он бой с этим коротышкой, меч Рацига забираешь там с него. Или в самом... в начале, когда обучалка идет, я думал, это уже последствия. Да. Не, он когда пришел, тогда у него этот меч забирать, этот лагерь разбойников, мы там просто их опиздюлили. Я там тыкал, правда, во всех подряд, потому что там не бой, а чисто свалка, железо. Затыкали их там, потом этому навешал. Так. Окей. Так, вспомнить бы. Где журнал? Так, журнал. Что там, блять, надо было сделать? Так. А я у этого, короче, спиздил весь шмот птачьего, он теперь ходит в трусах там по замку. Жака. Так. Это все понятно. Шерсть, кольца, всякая шляпа. Лишнего-то нет, он не шмота.
Так. Так реально после того, как мы с ним в бане потусили, он, блин, в трусах теперь там лазит. Так. Бла-бла-бла. Мне нужно спросить на Петро. Так, Петро, иди нахер. Вместе иди нахер. Вот, братья по виселице, гребаный квест. Шумный парень. Да, шумная плойка. Это нет, сейчас не шумит, странно. Вообще, блядь, работает. Здорово, Степахо. Так, я вот не знаю этих дебилов-то спасать, которые караваны их хотят грабить. Или нет. Или нахер их просто завалить. Так, где это, бля, херота. А чё сюда приходил-то, Тенберт? Блять, не помню. Здорово, здорово. Не помню, блин. Что-то приходило, что не помню. Кому вопрос? Вопрос-то кому ты адресуешь? У меня девственный мозг. Не-не-не, у меня девственный мозг. Хотя нет, мне его трахают постоянно. Если ты об этом. Особенно на работе в последнее время. Анальный девственник. Да-да-да. Точно. Именно. Та-та-та-та-та-та. Девственность закончилась в 9 классе. Осталась только анальная девственность. Так. Чё ты шматуш? Да ладно. Че, правда? Я плохо выгляжу. Что началось? Рукоблудство? Началось только ради рукоблудия началось. Бля, что я хотел сделать сейчас? Что я сюда сейчас залез менять? А. Ну, нормально. Все с этого начинают. Что-то. Естественно. Ну и все. Поздравляю. Хотя не с чем. Теперь тебе придется и тебе его искать. Учение скрытности. Можешь меня научить? Давай, мастерский уровень. Ладно. Andrew wants to betray. What? He wanted me to go to Talmberg and tell Captain Robe. That horse wants to get us killed? Oh, hold your horses. That swine! Leave him be. It'll just cause us grief. We can't get him now, but he'll pay for this. About that job. And why aren't we... Andrew hasn't got the ball. He did? I don't know. He just said he won't do it. Чего он сказал? Я не понял. Andrew hasn't got the... Блять.
And why aren't... Andrew hasn't got the... You did? I don't know. Andrew's not interested. But what a pile. Так. All right, I suppose. Ударь, ударь. God be with you. Я их испугал. Бля, какой-то квест. Ну, может, нахуй отказаться от него. Этот квест, блядь, сраный. Полдня с ним проводишься. Так, сейчас попробую. Чувствительность, может, микро убрать. Раз. Так, может, поменьше шуметь будет. Буду. Даже капоту. Лихие люди. Лихие люди. Ну что тут? Ну, дойти скорее до квеста от Baptist and Fire. Да, так, криминал. Полный криминал. Так, где тут Барек, Марек? Барек, Марек. Барек, привет, Барек. My humble... Take care. Что за дичь? Что за этим квестом опять, сука? Ну и чё? Фреско мелодию и последи за ограблением, блять. Что за херотень? Ну отправлюсь я сейчас туда. И чё? Понравится мне. Вообще без Б. И сапоги с него снять. Если только на него атаку можно сейчас сделать, в принципе. Что тут мне надо сделать? Так, и чё? Проследите, говорит, на каменоломне. Чё тут проследить? Кого тут проследить? Когда у них тут замес? Как-то таймер запускал же по времени. Блядь, не помню. I must reward you for saving my livelihood. Неплохо. But the bads don't... Still, Good luck then. И чё вот тут делать мне? Не понимаю. Дождитесь. Чего дождитесь? Кого дождитесь? Я так и не понял, как этот квест проходит. Yeah.
Пнуть его нахер, не париться. Там ачивка стопудово с него какая-нибудь. God be with you, Henry. Блять. Сука, бред какой-то. Так начал играть, пошел ночью, говорю, тут же вернулся. У меня тут как-то тоже такое было, 4,5 часа просто. Никуда. Так. Отправляйся к каменоломне, проследи за ограблением. Расскажи матушке обо всем. Отправляйся к каменоломне, проследи за ограблением. Блядь, сука. Короче, надо скипнуть нахер этот квест с каменоломней. Ну его нахер. Просто. А Бреку уже сказал этому? Где он? Барек, Марек. Или нет? Блять. Yeah. Yeah. I'd like to make... Uh-huh. Блять. Не то нажал. I'd like to make... Uh-huh. I've, That Fine. I'm sure you Быстро он закончил. God save Henry. Еще какой сорванец. Он быстрый какой-то сорванец. Быстро управился. За 30 секунд. Так. Yeah. Yeah. Там напрямки. Через лес. Вообще скорострел. Отстреливает на раз-два. Все, высунул, пошел. Я и говорю. Высунул, пошел. Yeah. Опа, что это такое? Нора какая-то. Прикольно. Что-то лошадь поехала. Yeah. Как половцы. Точно.
Да ладно. Да эта плойка жужжит. К сожалению, ни хера не сделать. Столько выкинуть в помойку. Единственный вариант. Хер знает, сейчас попробую. Блять, будь здоров. Ну, Yeah. как выйдет, так выйдет, собственно. Пока не вышло. I'm honored. Даже презентации еще не было. Nothing we can have. Farewell. Блять, короче. Хера не понимаю, что тут надо. Как You already я скрипт No. активировал. So go and see. Блять. I hope I can be of... Andrew, What? he wanted me to... That horse was... Hold your horses. That swine! What if we... What have you got in mind? They have to carry the money in a sack, don't they? What if I took the empty sack and hid it in Andrew's tavern? And then, instead of snitching on you, Fuck hell! That's devious! then it's a deal. Once we get the money, I'll hide the sack somewhere here and... About that job, Да я уже ходил. Нахер. I want no part. So we can't come... May the Lord watch over you. Нахер этот квест, надо мейн квест сделать. Дальше по сюжету двигаться в жопу этих дураков. Блять, а чё он... Блять. Чё за говно? Как тебе, блять, проходить в жопу этот квест? А, чё я парюсь? Надо загрузить вот этот. Третьего. Вот это. Что там шмута? И так уже этого шмута уже, блядь. Девать его некуда. Топовый шмут и так 7 пиздюлей даю. Куда там? Топовый шмут. Куда его девать? То на харде, может, если играешь там. Ну что там пригодится. Тут-то, господи, в обычном режиме. Так. Вот теперь. Слушай, я кроме сушеного мяса ни хера не вожу, поэтому хер его знает. Нахер тут геморроид с этой порчей. Сушеного мяса этого накупил и все. Так вообще он прочь в купальню заехать. На корнет помоют, представляю. Нахер. Yeah. Не упало, в принципе, тогда. Борода все. Что вы, педики? Грабить все-таки решили, да? Корованы. God's blessing.
How am I actually... Do what? How am I supposed to... You're pretty well known around these parts, aren't you? What, so it's up to me to fix... No need to get all... Agreed then. Very well. So, I'm... Good. I know. In 4 days. And do you know how many of them... It could... Maybe you're right. Andrew wanted... What? He wanted me to... That horse was... Hold your horse. That swine! We can't get him now. I want to wait here. Go ahead. Take care. Давай попробуем так. Got a bellyache, have you? That's nasty. You can never be too careful. Put it in my cabin and make sure it's guarded until the end of the shift. What? No way. We'll unload it and go. Nobody ordered us to guard anything. You're not going anywhere, young man. Not unless you want some divish to hear about shirking your duty. Bloody hell. You can have half my men. Can't leave the rest of the room without any security. Блять. Твою мать. Так, а если еще как бы их сделать-то? Не дать провернуть ограбление. Надо их придушить нахер, да и все. Крыши этих. Или что еще-то придумать? Да я понял, все, да. Просто подъеду туда и сохранюсь. Посмотрю, что с этим можно сделать. Как и сделаем. Твою мать. Свалился нахер с лошади. Не поедем. Еще выносливость закончилась. Ништяк вообще. Лошадь, которая застряла. Пиздец.
пойду. Поговорю с этим Сдавишем. С Стефанией этой. С Барёк-ларёк. Общаться. Тавиш где? Не молится, где он? Шарахался. Давишься. My God! See you later. Did I tell you about my wife's lace making? No, I didn't know she did that. She only started. Henry, I'm glad you came. I'm glad to see. Take care now. Yeah.
Yeah. My humble... So how do I make Easy. the ruckus? Ruckus. And that'll help. Of course. The townsfolk will be furious. Take my word for it. What a pleasure. Look, I took... Don't even mention that. But the thing is... I don't give a fuck what he's... I want to get... Certainly. I want to achieve... You can't become... Well, Goodbye. I'm honored that you... so, I'm here. Good. I know. In 4 days. And do you know how many of them there'll be? It could be bloody rich. I want to wait. Go ahead. There's enough room. Goodbye. Блять, сохраниться-то забыл. Твою мать. У тебя это автосохранение было, надо ручную сделать. Вариант. Greetings. Did you two find... Nothing much here. Well... Their chief is strict as hell. I don't reckon he'll reduce their shifts, even if the money does come. If the money does really come at noon, he'll store it. I don't reckon all the... Aye. We have to be patient, and then... All right. You gonna wait with it? No. I'll come back after they ride out. I'll be with you.
God be with you, and God grant you. See you later. What's going on there? Oh. Салют. Привет. Чё ты? Чё я? Сейчас, погоди, дать. Я вот так вот сделаю. Нормально. Блять, какой же дебильный, блять, дебильно заскриптованный квест, да? Наконец-то его размотал этот квест, блять. Короче, скачал я вчера тоже Kindom Come. Зашел в него. У меня есть сохранение. И? У меня баг какой-то. Что такое? У меня как будто яркость на максимум выключена и нельзя ее поменять. Да. Ну, все белое вокруг прям. Гамма. Пускаю вниз. Нифига. Ну, не хватает, в смысле. Так с сейвами, наверное, баг какой-то. Ты попробуй их закинь в хранилище. Удали с харда. И зайди в Kindom Come. Ну, это же данные не поменять никакие исходные. Нет, ты попробуй. Может, он первый сейв сделает правильным. Потом ты тебе туда подсунешь и все. Базовый конфиг. Посмотрим, да. С настройками. Ты вот именно сявки свои скинь туда. Там же как при первом запуске формируется этот файл конфигурации. И, видать, он там где-то висит. Наконфигурировал. Да, что-то сконфигурировал, что-то не то. Что-то тебя тихо слышно сегодня. Меня тихо слышно. Блин, у тебя настроено
Брось. Ширование Я звука. себя услышал, а тебя не услышал, когда зашел. Да. На твой канал, на видос. А ты там говоришь еле-еле. Ну так, нормально. А я размазал 3 громче, чем ты. Да. Блять, еле размотал этот дебилоидный квест с каменоломней. Размотал дебилоидный квест с каменоломней? А я, короче, зашел, сохранение загрузил, угадай, что я там, чем я там занимался, как выглядел. Возле чьей-то кровати, короче, ворую. Сразу же. Так вот, спалил дружков, зато получил бесплатную кровать и еду. Короче. Ну и нахер таких друзей, ёпте. Решили гоп-стопом заняться, видите ли. Я их гопнул. Я их самих гопнул. Гопников гопнул. Ты гопников гопнул, чтобы они знали, что будут творить. Ну чё, бесчинство могу в этой игре только я один творить. Тогда ты уже опоздал. В начале игры уже так много набесчинствовали, что пипец. Мне больше всего интересно, куда Инджи их собаку дел. Моську? Ну, у него же был там какой-то пес, да, я что-то не помню. Так это моську это забрала Тереза, она на ферме живет, эта моська. Там же они уезжают на телеге, там бежит он с собакой, ты в телеге едет. Ясно, тогда. Выбор режима игры. Обычный режим, жесткий режим. У тебя выбор режима появился? Выбор режима. Ты умер, сразу пишут. У меня не было режима, когда я ставил. А я вот сейчас решил создать новую игру, чтобы сейвак другой писать. Короче, я нажал начать новую игру, мне пишут, ты умер. Тем вечером было на удивление тихо, и когда ты вышел из дома, ты понял, почему все твои соседи стояли перед тобой и держали в руках факелы. Тебя никогда особо не любили. Я вообще никогда особо не любил. 2. Слышали, тут, короче, жестокий режим начинается с того, что здесь тебе смерти перечисляют, я понял. 2-я смерть. Когда тебе в голову пришла мысль, что раньше ты уже проходил мимо этого дерева, тебя схватили волки. Мама раз за разом говорила тебе, не бродить в одиночку по этим лесам. Ты умер. Так, ты выжил. Средневековая жизнь полна неопределенности и несчастья. Понятно. Хорошо. И нужно обязательно 2 выбрать негативных перка. 2. Обязательно. Ну это как бы ролеплей тебе тогда. Ну как бы да. Вот я думаю, что взять? Глист или... Ты уверен, что ты хочешь на этом режиме проходить? Просто хочу. Мне кажется, просто умножь время на 4. Короче, что взять? Кошмары, клаустрофобию, гемофилию, тупицу, чахотку. Негативные эффекты дают. Я понимаю, какие значения-то? Кошмары. Бери педофилию. Будешь среди ночи просыпаться, будешь плохо, не такой крепкий сон иметь. Ну, то есть плохо высыпаться. Клаустрофобия. Боишься замкнутых пространств. Ношение шлема с опущенным забралом заставляет тебя нервничать, ослабляет тебя. Вот так. Прикольно. Гемофилия, ну тут понятно, это несвертываемость крови. Короче, кровотечение смертельно, как правило, будет. Да, усиливается, тупица. Когда ты был ребенком, мама уронила тебя на голову. Она поцеловала тебя, а шишка все равно... А шишка вскоре исчезла, однако с тех пор ты немного медленно соображаешь. А это снижает величину получаемого опыта. Тут шутки как в Fallout уже. Чехотка. Однажды ты сильно замерз, простудился, и с тех пор ты постоянно кашляешь. Многие думали, что ты не выживешь, но неожиданно для всех ты выздоровел. Тем не менее, с тех пор ты дышишь не очень хорошо, и твоя выносливость восстанавливается медленнее, чем могла бы. Трясучка. Ну, тут называется трясучая. Когда ты был очень маленьким и глупым, ты упал в колодец.
Прошло много часов, прежде чем люди услышали твой плач и вытащили тебя. С тех пор время от времени тебя трясет, словно ты снова попал в темный холодный колодец. Очевидно, что это мешает стрелять из лука. Это мешает стрелять из лука, обчищать карманы и закрывать замки. Глисты. Когда у тебя просыпается аппетит, ты ешь все, до чего могут дотянуться руки. Парни говорят, что ты ешь за двоих. Похоже, что в твоих кишках поселился гость, который помогает тебе с едой. Голод наступает быстрее, так что ты должен есть чаще. Так. Где это Мирка Крокоп? Вот сомнамбула. Ты всегда спал очень беспокойно, иногда настолько, что во сне вставал с кровати и принимался ходить. Для тебя нет ничего необычного в том, чтобы проснуться не там, где ты заснул. Такой хуяк лег в скалец и проснулся в ротае. Проснулся голый на свиной ферме. С чьим-то членом в заднице. С членом синта в заднице? Просто вовремя проснулся. Да. Вы проснулись, когда синт вставлял вам член в задницу. Синт. Синтетик. Detroit Become Human. Fallout. Да, так. Ну и последний, типа, хрупкая кость. С самого младенчества лестницы и ступеньки были твоими худшими врагами. Стоило упасть, и ты получал ужасные переломы. Когда падаешь, ты получаешь гораздо более серьезные ранения, чем другие. Это вот, конечно, непонятно, откуда падать с коня. Или просто прыжок, блядь, такой. Смотри, я умею прыгать, хуяк, ноги сломал. Да ладно, просто с кровати встал и сломал ноги. Короче, похер, возьму, короче, вот что, выносливость и беспокойный сон. Там, где-то там буду появляться. Брал что-то самое безопасное, по-моему. Ну да. Ну точно не тупой. Тупой там совсем. Хотя, можно брать тупого. Нормально? Сейчас игра начнется, она в менюшке была нормальная. Она в сохранении, она почему-то сломанная. Я подумал, может там эффект какой-то на моих глазках применен или что. Ну знаешь, эти эликсиры там. Кошачий глаз. Кошачий взглаз. Взглаз. Here I am. Can you tell me where to find him? Забирал сегодня деньги. Why do you care so much? Толки, который квартиру у меня снимает. Я за квартиру пришла. Да сегодня, говорю, ходил деньги забирать. У жителей. Вот. У нее там, короче, 2,5 долгов накапал по документам по всяким. Там в общей сложности ей нужно в этом месяце было заплатить 4 за... 5,5 за квартиру ей надо было заплатить. Прикинь, она там в январе одну платежку не увидела, в декабре другую платежку не увидела. Кажется, такая... Кажется, это... Кажется, она не случайно не увидела. Не-не-не, там по-другому схема. Она деньги, она забирает платежку, ну, вытаскивает все платежки, мы считаем все деньги, а так как ей некогда, она работает, я плачу. Считаем, она сразу... Она только не сказала, что была еще одна платежка, когда она просто позже пришла. Это чувак на меня тут агрится. Что ты хочешь, Кент? I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. Первое, что ты можешь сделать, появившись в Kindom Come, дать своей матери по щам. You have an encampment? Sure we do. And no shortage of... Where is it? All in good time.
Слушай, они, по-моему, так нормально-то. I hear he's hiding in... Oh, yeah? He's at the so butcher's. much. They're his kin. Well, excuse me if I take that with a grain of salt. А, I'll точно, ты just же leave кружок. Radan here to keep an eye. Все время забывал. For your own protection, you know. Come with us if you got the stomach for it. If not, come and find us in the... or we'll find you. Come on, boys! Где там этот кунеш? Сейчас я ему там надаю по рогам. Трою, так сказать. Don't fucking annoy me. И, по-моему, здесь маркеров нет. Мне кажется. А, нет, есть. Слышь, кунеш. 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 Чё, я его припугнул, короче, он такой, типа, ладно, я тебя отдам, долги, пойдем. Чего, блядь? Чего? Чего? Вот и я такой тоже, чего, блядь? Что-то ты хочешь сказать, еще что-то меняется? В игре квесты по-другому работают. Хочешь мне сказать? Так, короче, придушил его просто и все. Так он же тебе хотел долги отдать. А мне похуй, я просто его придушил. Ну, правильно. Зачем с ним драться, когда можно придушить и все забрать? Да? Ну да. Ты опять пошел по скользкой тропинке. DLC-то встали у тебя? Да, он там написал. В игру добавил. Baptist on Fire. Пройди сначала. Я еще успею все пройду. Привет, Ридрин. Ты узнал, где нацистский крест? Узнал, где нацистский крест? Примирительный нацистский крест. Блять. Вот почему эта лошадь через кусты так херово ездит? Блять. Давай сейчас застрянем еще здесь, да? И не слезть с тебя теперь, да? Вообще все хуево. Да ёб твою мать. Блять, я застрял в ветках каких-то, сука. Можно мне, блять, отсюда вылезти? Ну, пожалуйста. Отлично, блять. Ёб твою, нихуя не видать. Ёб твою, тропинка. Нет? Блять, ебаный можжевельник. Нимка. Нимка по прозвищу Тропинка. Повсюду можжевельник. Ощущение, что я хожу по деревьям сверху, блядь. Да что за ёпта? Фу, блядь, выбрался. Кунеш, вернись, я все прощу, Кунеш. Конечно. Я его положил как-то, он сел, короче.
Летает он сейчас по карте. Псих. Ты всегда захочешь, блядь, сократить маршрут, блядь, хуй в каких-то кустах запутаешься вечно. Блядь. Хер срежешь, короче. Да? Да. Да, блядь, давай, давай. Ну, инжри, блядь. Инждрих. Инждрих. Заполонили планету. Инждрихи заполонили. Да где, блядь? Давай, конь. Я вообще не понимаю. Ты чё, конь, блядь? По карте должно быть. Конь, ты чё вообще? Заскочу. И туда. Пушку нешь. Всё, пошел, блядь. Наш. Я. Блять. Ах, Почему у этой лошади нету автопрыжка, когда она, блядь, видит препятствие, чтобы прыгала? Только головой в текстуру может залезть. Что, дерешься с кунешем? да. Побеждает. Ну, просто я насиловал его, он взял и очнулся. Хотел, чтобы он тоже проснулся в незнакомом месте. Я хотел, чтобы у него... Я хотел, чтобы у него проснулся аппетит. Снес бы его на озеро, в озеро бросил. Горшок. Значит, на задание, значит, маменькин сынок, значит, задание. Иди к маме, она тебя подлатает. Все, я сознание потерял. Меня отделали, короче. Я теперь отделочник. Опять подраться не смог. Hey, Timmy. I'm all right. We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard... What do you want? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those whoresuns. And I want to... Yeah, but you might be one of them. Pretending to not be one of them. Пойду Try стражника and catch придушу. me. Своего стражника придушу, пойду. Why would I be trying to catch you out? For Christ's sake, man. They crucified Limpy Lubosh and Ujits. What the hell are you trying to pull here? Shit. I don't know where they're... That's a load of horse shit. Hinek told me you were there, and that Pius wanted you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Oh, try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. A church. There was a church there. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Короче, Do you remember which way я you went? придушил стражника, забрал ему Straight топор, north меч from Talmberg. и иду выбивать When you долги go из Куниша, нахуй. in the castle, there's a path there, round some barns. If you go further on past the woodcutters, you Ну come все, across сука, this ты, блядь, зря мне рожу abandoned набил. house. Я это так Listen, просто теперь не looks оставлю. like a house, only abandoned. Go to... you go left there again. Так, вафирок There's одели. this narrow path, and you go straight along there. You keep straight Ловкость on минимальная. there. Блядь, мне даже ловкость. Ну, After на a топор while- хватает, Better это than nothing, I главное. suppose. But you won't Против tell nobody аппаратными, about сука, ничего Neuhof, не right? сделаешь. You promise? Oh, Сейчас взял no. меня еще с топором отдел. Чё You ты? took part in that massacre, Timmy. Да, это. People got killed and the farm was burned down. You can't expect to get away with it just like that.
Come with me to Кунеш, Ratai. No, no. What do you expect? где деньги? That you can join a gang of robbers to go Кунеш, ты не thieving, понял, что... murdering and burning, and nothing will happen to you? Come with me, and at least... Never. You might as well... Кунеш, блядь, где деньги, нахуй? Well, the Lord sees you, so who am I to judge you? Сдаешься, да? Вот тот сразу. Идите его, безусловно. Пойди с деревни, никогда не возвращайся. Мрахоеды. Мрахоеды. Где тут кобыла, рацик? Нацик кобыла. Пан нацик кобыла. А теперь внимание. Я переоделся в стражника, дал пизделей Кунешу, перейду обратно к стражнику, вернуть ему его вещи. А он уже проснулся. Нет, он еще валяется. Зачем такие сложности, блять? Да просто, чё бы и нет-то. Где кобыла? Бля, он тут дрыхнет-то. Ну что, попробуйте обокрасить? Сохранить игру только надо. На улице стоят два голых мужика, на улице лежат. Прикинь, рацига кобылу побрать до нитки, короче, все шмот забрать. Одеться и разбудить его. Блять, нельзя, что, нельзя обокрасть. Сука. Можно обокрасть стражника. Блять, у него цветы какие-то в инвентаре. Кобыла, подъем. Greetings, Henry. I hear you on the Ratai tour. I have some news about the investigations. Кстати, деньги стражника у меня тоже остались. Я могу купить теперь много угля для отца. Вообще очень много угля для отца. Да This хрен Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. Куда пошел? Пацаны, вы что, дураки, что ли? Пацаны, остановитесь. Sakra. Anything else? Sakra. That's all I found out so far, sir. All right. Пацаны, вы что? Come back and rip. Пацаны, не надо. About that encampment. What is it, lad? Надо придушить еще кого-нибудь. Вообще мне нравится, я почему-то забыл, почему я любил эту игру. Можно людей ходить душить. Big fellow, but more brawn than brain. Можно себя придушить перед кем-нибудь. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Зайти в чей-нибудь дом. Could you go back there and try to discover anything that can help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. That's what I like to. Сейчас, погоди, мне на тебя стадии не хватит. Our success will depend on what you find out. Go and get back here. I'll find out what I can. Farewell. Так, сейчас пойду, короче, душить половцев в лагерь. Где я тебя найду, бля. Что задачу все. Лагерь громосеков, понятно. Скакали в лагерь громосеков. Ха-ха-ха. Лол. Ах ты, блядь. Блядь. Меня отец послал. Я могу делать, что хочу.
Сволочь. Я Рихтар же, короче, отпиздил в деревню. Вот. Ну, игра кончена, меня зарубили. Слишком. Был слишком настойчив в своих желаниях. Да? Абсолютно сраюсь. 18:43. Ебать, у меня тут, у меня, смотри, 3 сохранения, короче. Мы как раз с тобой недавно эту тему разговаривали. 3 сохранения. Автоматическое и ручное. Автоматическое 18:43. Ручное 17:38. Чего? Часов? Нет, сохранение. И последнее ручное 12:20. Я в тот день, короче, 6 часов без сохранения отрубал. А наиграно у меня 61 час. 61 час у меня наиграно. Это серьезное количество. И там у меня этих квестов там просто миллион, блин. Ну я, наверное, Deus Ex сначала пройду. Сначала мне надо еще метро, у меня еще Ice Combat, Resident, все такое. Так, пойду я на кухню сейчас. Уже Days Gone скоро выйдет. Да, я уже готовлюсь к этому тоже. Метро еще проходишь до сих пор. Я уже 3-й раз пошел. Тебе делать нечего? Не, я просто на максимальных сложностях сначала кайф получил. Вот если бы ты Kindom Come прошел бы, блядь, 3 раза. Посмотрим, погоди. Я боюсь, что после первого раза, блядь, ты не сможешь больше. Лагерь лесорубов. Что дальше? К развилке с разрушенной хижиной. Блять, серьезно? Где эта развилка-то может быть? Вот он, развилка с разрушенной хижиной. Там следующая развилка-то. Не пойму. Скачут. Туда я скачу.
Yeah. Yeah. Да, яркость. Мумия. Yeah. Так старые сейвы-то заработали у тебя? Да они и работали, я тебе не об этом. Нет, после этого нормально, в смысле, работали. Не, яркость бешеная. А? Яркость бешеная. Ну попробуй, как я тебе говорю, с хранилища, а потом удалить из хранилища обратно. Так, ладно, дальше надо идти пешком. Так, надо переодеться. Факел, нахуй. Ой, я какой-то приз, трофей какой-то получил, прикинь. Я трофей получил, пока играл на большой сложности. Какой-то. Ну, дурился. Майлз дурился. Дурился. Молодец. Я в жестоком режиме получил. Видите, первый раз в жестоком режиме. Пройдите игру в жестоком режиме, получив все отрицательные умения. Жестокий Индра. Пройдите игру в жестоком режиме. Жестокий Индра. Я вон тут выбил этот Хунцгугель панов липы. Это вообще такая забавная херота. Намордник такой, знаешь, как у утки, блядь. Так, ладно. Сын кузнеца, сын кузнеца. Забавно. Сет этот на турнирах надо собрать, и потом одеть, посмотреть, что это вообще такое будет. Будем половцев резать бесшумно. Половцев. Или половцев. Или половцов. Фаловцев. Мои фаловцы, мои богатства. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Плохо. Ты, я так понял, посмотрел на Days Gone? Как оно выглядит? Не, не смотрел ничего. Так читал, что он скоро вроде как высраться должен. Да, через месяц. Ну, то есть в конце следующего, 25-го. Там сегодня, типа, превьюшный эмбарго упал. Стали статьи публиковать. И все такое. Но там все ожидаемо. Да там... Игнорируем там. Да. Ничего сверхъестественного сам. Ну да, как бы. В этом и прелесть. Посмотрим, там говорят, ну единственное, что меня заинтересовало, там типа чувак сам выбирает неадекватно, как ему действовать в определенных ситуациях. Что они имеют этим в виду? Я что-то не читал такого. Типа говорят, не он сам, ну как бы не ты, а он типа и решение принимает, и ну, персонаж сам. И бывает, что иногда как бы, ну, какая-то дичь.
Я решаю победить всех. Я тебе шумные туфли, что ли, не одел? Что-то не понял. Я мне в первую очередь интересует карта. Мотоцикл, карта, зомби. Там стендинг, все дела. Задания. На самом деле давно просто никаких вот не играл. Ну, последнее время, последние игры такого плана были от Ubisoft, и они все ублюдские про ассасинов. Ну вот в этом плане, да. Либо Far Cry. Либо Far Cry. Но там совсем все как-то. Те же сюжет тинейджерский, враги все карикатурные. Хонденс гуль геле гуль. Ничего лишнего, тут на лошадь не Воистину воскрес. Знаешь, что ты там читаешь, но воистину воскрес, скажу на всякий случай. Ты смешной. Золотые шпоры, я понимаю. Я сварю тебя последним. Сварю, да. Ты смешной. Сожру тебя последним. И сожру. Выбирай, в какой последовательности сделать с тобой эти вещи. Страшно съесть. Только щит. Ты его обокрал? Я его прирезал, отнес подальше, спрятал. Он еще один идет. И обокрал. Чтоб его кореш его не заметил. С атакой искусства. Ты, главное, дотащи его до этого. Но только его надо за один присел дотащить до города. Потому что начухается. Чего зачухается? Я его ножом прирезал. Нет, я имею в виду тогда, когда ты потащишь полностью живого, но оглушенного. Если ты когда-нибудь потащишь. Надо его оружие у него забрать. И все. Надо к нему просто сзади подкрасться, когда он там будет. На какой-нибудь другой сложности. Схватить его и отнести в деревню, чтобы его там вывели. Ну, я фигурально, простите за мат. Фу, так и зашли горожане. Фу, половец. Давай его закидывать яблоками печеными. Давайте его распечатаем. А давай. Нагибай. Он там орет что-нибудь там по половец. Нагибай половцев. Половцы нагибай. Половцы должны быть наказаны. Так, игрок. Поляки такие сидят и думают. Лошадь. Половяки. Половяки. Панский коев, половецкий бит, половецкий шишак. Вот мне нравится название этого, блядь. Шлем это половецкий шишак. Натянуть вообще на половецкий шишак. Оно такое созвучное с шишкой. Член типа. Все дела, да? Да. Натянуть на половецкий шишак. Ладно, минус 2 половца. Охрану сняли. Окей. Как влезть в лагерь? Сколько время-то? 3 часа ночи. Может мне в соло вырезать их тут всех, да и все? Может быть. Не париться. Ой, еще один. А нет, их два тут, смотри. Он устроит тут половину. 3 даже, слышишь? 4. Не заметили. Не заметили. Или нет.
Зря ты, чувак, включил факел свой. Строят мини-склад половцев. Не, ну по-другому тут нельзя. Так и должно все быть. Да, грабь половцев. Давай бедным. Грабь богатых половцев, отдавай бедным половцам. Грабь снова богатых половцев. Это жадность с Fallout, конечно, блядь. Перекочевавшая. Современному герою нужно, так сказать, беспринципным. Он должен использовать каждую возможность, даже если эта возможность выглядит как консервная банка. Да. Я боюсь, просто у меня в лошади места не хватит. В лошади. Ложи на лошадь тогда. На щите или под щитом. Так. Набор портного. Набор кузнеца. Набор бронника. Да, блять, не шмякнул. На лошадь. На лошадь. Клепаные перчи. На лошадь. Блять. Она не блять. Она полюбила и дала. Я говорю, блять. Шоссы. Так. Ну, -2 половца. По-тихому сейчас вырежем лагерь. Good ground for a big Ты говорю, fight. ну, ты уже поднялся так вот, по стелсу идешь. Да? Что крутой вообще. Там вырезаю их. Это прям вообще. Ворол покойного скальца. Ой, тут этого типа нашел. Alaa tűnhetett. Valahol itt kell lennie. Спалило, мне спалили. Все, скрылся. Думаешь, на вас напал вор? Всякое может быть.
палево на зоне. Все что ли? Не все. Как он меня увидел-то? Пиздец, нихуя себе бот ёбнутый. Ночь, блядь, он сквозь, блядь, лес хуярит по мне. Из лука. Хуя зоркий глаз, блядь. С ебарям. Я не помню, как это зелье называется-то, чтоб ночью видеть, заебись. Зелье петушок. Октябрь, ты ел зелье петушок? Не. Зелье петушок. А не петушок ты или часом? Слегка ядовитая субстанция. Сыч. А не петушок ли ты часом? Your name петушок. Ты петушок. Your fucking петушок. Петушвайгер. Под сычом-то неплохо так по темноте лазить. Петушок. Вася петушок. На нахуй. В шею. Еще один половец. Уж голова к голове ложить. Чтобы мне грустно было. Денег у них, правда, нет. Вот плохо. Да, они грустные вообще какие-то. Да то шмот можно продать неплохо. Все, больше этого, блядь, забрать нечего. Навыки, незаметность. Чайный храбрец. После совершения преступления вы получаете преступник силь, живущий до сих пор, как поймать обычное лицо. Вот. Поймать кого-то и спустить ему на лицо? Что, прости? Сказал, что-то послышалось. Шмот еще тише, короче, стало теперь. А что там, что там? Точная подгонка. Ну, левел взял. Так, сумка. У меня уже ремонт в топ выкачан, блять. Там вроде недолго это все делать. Вроде почти все уже в топ выкачано. Да, недолго, 60 хуем часов. Ну, тоже неплохо. Так, очень быстро, да. Не, тут если мейн-квест чисто херачить, то быстро довольно-таки можно. Тут одних сайт-квестов просто до хера. Если за каждый сайт-квест не браться, можно довольно быстро пройти. Это я как дебил просто херачу. Каждый квест. Нормально, нормально, так и должно быть. Был бы я Ты ее школьником, купил, я бы уже правильно. прошел раз 50. Ты купил эту игру, и ты будешь выжимать из нее все, что в ней есть. Моя игра, я купил ее вчера, да?
Она мне принадлежит, я купил ее вчера. Моя икра, моя икра. Половцы, половцы. Look at that. You're a lot tidier than the bandits. Сука, бросить в котелок же хотел я. It's my own recipe. Что бы ты не хотел бросить, у тебя не вышло. Яд в кабинет. Фу, блядь. Яд в кабинет. Яд в кабинет, яд в кабинет. Не знаю, существуешь ты, да или нет. Очень хочется. Палево, палево, половцы, палево подняли. Сначала поел из котелка, потом бросил туда в них яд. Надо было сначала просто. Кстати, хитрый, метод, да, он, кстати, работает. Это тоже делал. Блять. За мной бегут, чувак. По-моему, они не собираются сдаваться. О! Мракобесие. Мракобесие. Весело. Как же весело. Это мракобесие. Минус один. О! Это парень хорош. Мог бы быть. Не будь я лучше. Блять. Чуть не спалили, короче. Так. Все, бой окончен. Чего? А, нет, добить надо. На. Ублюдок. Сейчас приду к Рацугу, скажу, блять, я перебил, блять, весь лагерь половцев. Пиздец, прям в лоб прилетела стрела. Твою мать. Окончен. Лолушки. Короче, ладно, надо справа там зайти. Подкинуть им яд в кастрюлю. Сжечь стрелы. Вырубить кого смогу. Этих на улице пошарахаются упыри. Пойти покурить начал тут перед этим. Выпить это зелье ночного видения. Ночного видения. Съесть ПНВ. А у меня тут я нашел, знаешь, что это? Ведьмино зелье, выпиваешь его, у тебя звуки такие, знаешь, как в фильмах ужасах. Галлюцинации. То ли телочка, а то ли сиденье.
Значит, а задача саботаж. Саботаж. Так. Петушок не будем пить сейчас. Большой петушок ждет тебя. Собачья щетина. Сыч. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Так, я, блядь, ботинки-то одел в этот раз, блядь, не одел. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Блядь. Сука, уйдет. Ты мой половец, мой лучший друг. Блять, что я делал? Лучший друг половца, половец. Сын маминого половца. Да, вот такой внезапный разворот на 180 градусов. Блять, меня кто-то спалил. Скрытность мое второе имя. Так никому его не говори. А первое это громкость? Первое это. Look at that. Первое это. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Блять, он здесь сидит прямо передо мной, сука. Вонзи ему нож в My спину. own recipe. Ну, правда, слово чего стоит. Так и сделал. Похищение половцев из лагеря половцев происходит. Я похищаю половцев. Ты все-таки утащил его, нет? Я уже третьего утащил, блядь, поскладирую их в лесу. Блядь, да что такое? Чтобы их потом раздеть и переложить на лошадь. Топовый шмот, их ничего есть. Траванул им еду. Да, блядь. Да перелезь ты, блядь, Валера, Петров. Откуда вы, блядь, тут взялись, Что с вами не так? Один чувак, он задом идет, прикинь, пялится. Половец. Вот хитрый, сука. Он, блядь, чувствует, что что-то тут не так. Я тут какого-то хуя проснулся. Пахнет каким-то обманом. Блядь. А это чё? Тут, блядь, что такое нахуй вообще? А, колодец какой-то, блядь. Ёпт. Блядь, вот куда их можно было утаскивать, на самом деле. Колодец, колодец, блядь, дай воды напиться.
Холодец, холодец. Блять. Халапеньо. Вива ля Карибы. Сука. Вот я попал. Чё они, блять, из одной палатки в другую ходят спать, блять? Блять, он пошел оделся, что ли? Блять. Нет. Héte! Azonnal fordulj meg és kotrodj, különben pórul jársz! Я понял, я ухожу. Perezgeted itt a szemed! Хорошо, хорошо. Меня выгоняешь отсюда, я понял. Хорошо. Kit nem látok? Нет. Megjött a mulatság! Я решил подраться со мной, сука. Да, бой был быстрым. В чью пользу он закончился? Да не в пользу половцев. Так, а куда их складировал, я забыл. Да, трупы половцев складировал. Блять. Черт. Так, дверь, где дверь, вход? А вот они. 4 половца. Какое время? Они еще не проснулись. Половец, который смог. Блять, их тут 3. Блять, это еще факел есть. Он задом сдает. Zonya! Mi az ott? Nicsak, mi bújt itt elő? Воу! Да вы чё? Воу, палатка с половцами. С 6 половцами, это перебор уже. Палатка? Блять, они меня хотели трахнуть, невидимо. 6 крепких мужчин. 6 крепких мужчин. И хрупкий один плен. 6 крепких мужчин. Hagyd abba! Hallod? Állj, feladod! Заебал, дурак такой. Залази ты, блядь, Валера Петровна. Позже. Не сходит, да? Просто скажи мне, просто не сдать. Я не решил. Просто немножко... Да, я даже выпал. Да, не ем ничего, нет. Посмотри больше. Ладно, я скажу все. Не очень зло, но я сам. Этот, блядь, 8-летний стрелок из лука, блядь. 8-летний стрелок из лука? Петух
сука, сраный. Все, закончился, блядь. Сколько их надо еще убить-то тут, блядь? Сколько их тут вообще живет в этом лагере? Не пойму. Зелье Лазаря. Коко де ла Коко. Так, надо пометить на карте, где я их пиздил. Где-то тут я их бил. Где, блядь? Где поляна мертвых половцев? Моя поляна. Моя поляна как полколяна. А нахуй мне этот шмот их не нужен в пизду. И так 36 тысяч денег. Да. Уже даже день просто фармить их. Тут шмота можно было бы просто 1050 бы нафармить. А ты что ж не зафармишь? Ну лень мне и так 36. Куда их нахуй солить эти деньги? Да. Останется только квест. Теперь только квест. И особые вещички. Ну вот примерно на этом пункте я и бросил где-то, да. Где-то на этом моменте. У меня был дохрен миллион бабок, у меня был топовый шмот, я уже просто в свое удовольствие всех хакал. Я был хакерман просто, от бога. Хакерман? Хакерман, да. Кунг фурор. Ёпта. Что еще сделать-то? Беспределу тут. По беспределу. Можно здесь спать прямо у половцев тут. В принципе. Посмотрим, как ты проснешься. Какие, блядь, полосы просыпаются, такие, мужик какой-то, что за херня. Кто ел из нашей каши? Кто спал на кровати? Убил его прям сидящего за столом. Так, ну, по-моему, я весь этот лагерь уже выебал. Носительно. О, и в сундуке яд. Яд. Отлично. Кажется, мы знаем, что ты с ним сделаешь. Мы не будем льстить друг другу. Ты его используешь по назначению. Намажешь на члены, трахнешь кого-нибудь. Нет? Я не угадал. Так, эту еду я уже отравил, да? Интересно, что если... А ты не пробовал ради прикола отравить в городе, в обычном? Просто. Еще нет. Конечно, просто траванул там. Я специально для этого держу этот набор этих половецких шмоток, которые с костями. Я хочу напялить и просто строить половецкую резню бензопилой. Прийти какой-нибудь сначала в небольшой городок. Да. Ну вот как раз такое сохранение у меня тоже было. Деревню начать вырезать ночью просто. Так он удачно спит, уснул. Усыпил бдительность его. А что если вырезать их здесь всех и потом прийти сказать, бля, чуваки, ну да, вот так можно не идти, я уже всех убил. Не знаю. Мне кажется, еще зареспаунит. Просишь. Мне кажется. Яд. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Лагерь шпоровцев.
такой диверсант. Пиздец, куда деваться. Лагерь шпоровцев. They can see a long way from that steeple, and those archers up there, definitely going to be a problem. Да, блять, выпрыгни отсюда. Good ground for a big fight, but not much cover. Так, надо... Давай, проходи вперед, я сейчас пойду за этими, этих двоих ебну одного за одним. Можно вообще начать с тебя. Who's there? Who is there? What have we got here? Entertainment! Great! So hungry. You'll get what's for. А, все, типа, больше нельзя их резать. Они сразу палят. Почему-то. Тревога. A bridge. That'll make it easier to cross the earth road. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Победите, блядь, Артём. Скиллы вкачать. Можно, в принципе, уже начинать квест с убийством этого лагеря. Ну, красноречие выкачал в 16. Неплохо, неплохо. Я тут их порезал, этих половцев, блядь. Вице-половцев. Вице-половцев, да. Вон они. Трое идут. Сейчас их подрежу тоже со спины. Прям подряд пойду. И перережу. Шлеп. Шлепает малыш. Шлеп. 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 О. Блять, там еще двое, твою мать. Чё? Чё там? Никак трупы нашли. Мой дорогой, что с тобой? Чё валяешься? Почему голова дырявая? Инждрих. Здесь был Инждрих. Инждрих. Ух, блядь! Стрелу выхватил. Я маслину поймал. Обходи, обходи эту шелупонь. Сбоку обходи. Пиздец, нихуя этот лучник меткий, пиздец. Сбоку обходи. Уходим рвами. Я маслину поймал. Всегда в наших.
Не всегда в наших сердцах сталкер. Падла. Въебываться еще будет тут. Меч Брюгера. Он нужен. Ой. Короче, тут даже взять нечего, собственно. Пойдем еще кого-нибудь вырубим. Расхититель гробниц и лагерей. Расхититель половецких лагерей. По лагерям. Расхититель жоп. По лагерям. На самом деле, да, было бы намного страшнее, если выжили был каким-нибудь, знаешь, там, активным геем, там, насильником, блядь. Из космоса. Из космоса. Ночью просыпаются, там, половца, там, связанные по рукам и ногам. Что он будет делать, этот бот, интересно? Такой стоит, смотрит на меня, мне незаметно. О. Ой, я выбрал не то время, не то место. Давай, давай, иди сюда. Иди. У вас там уже, по-моему, в живых лагере-то никого нету. Твои друзья половцы тебе уже не помогут, парень. Они мертвы. Я их убил этой ночью. Ох, ёпта. Вот это было больно. Курок. Чего? Иди-ка ты в жопу. Ты мне ударил по голове, блядь, падла. Сука, убежала. Ладно, беги, беги. Пиздец, больно он всадил-то. Где повязки-то, он перемотаться хоть. Так. У меня есть где-то примочки. Примочка применить. Ни к чему. Примочить примочку. Тварус календула. Где повязка? На левую руку. Так. И... Или лазаря. Шлеп. И все. Можно дальше нигилировать все вокруг. Блять, еще один какой-то разбойник. Атакуем его из кустов. Чик. Я в кустах. Меня видно. Можно, тут да. Крадущийся хамелеон. Крадущийся тигр. Че, ему похер на то, что там труп валяется, да? Подумаешь, труп, да? Такой увидел труп, такой, ну нахуй, пойду-ка в другую сторону. Посмотрел такой на этот труп, этот чувак. Такой, ну нахуй. Блять, чего вас трое тут уже набежало? Чего вас тут трое уже, блять? Один без головы, правда, идет почему-то. Искусственный интеллект, который мы заслужили. Так, они что, они сейчас все видят, смотрят на этот труп. А, нет, прям... Блять, короче, стоял полчаса, смотрел, короче, в никуда, блять. Потом хуяк, что ты здесь делаешь? Ну как в никуда, в куст, где я прятался. Он разглядел тебя. Блять, падла. Он просто думал, что ты сам признаешься. Сейчас стрела в спину как прилетит. Что, они не пошли за мной? А что, они дураки, что ли? Это реально. О, блять, он с луком, ёпта мать. Ну давай, иди сюда. Мой меч хочет крови. Что? Как дела? Парень. Все? С плюхи в глаз умер. Тоже неплохой вариант. Сейчас заколол. Разборки в половецком лагере закончатся для вас плохо, товарищи. Да, плевать на трупы, короче, вообще.
шею. Well now, look what's come crawling out from under some rock. Драки, ты ее получишь. Все. Короче, в глаз тыкаешь один раз мечом, и все, и пиздец глазу. Я не падаю, держась за глаз. Драка заканчивается? Да. Так лень мне это возить. А понтов-то было. Говори-ка. О, еще один идет. Исон Ванзе. Привет. Все. Пиздец, короче, они никакущие. Всех убил. О, ебать! Пока я этого добивал, пришел чувак, 2 раза палкой махнул, будку мне сломал. Просто размотал меня. Ладно, погнали отсюда нахер. Квест проходить. Ебать, загрузить последний чекпоинт 39 минут назад. Ну ладно. Мне тут недавно здесь я забыл сохраниться, у меня чекпоинт 3,5 часа назад загрузился. Больно. Это, блин, больно. Да уж. Не хочу. Хочу. Не хочешь испытать такую боль? Нет, не хочу. Не хочу. Ладно, где мой конь? Поскакали докладывать этому парню, что мы тут охуенно все сделали. Look at my horse is amazing. На-на-на-на-на-на-на-на. Бля, что, пешком скакать, что ли? Вы что, прикалываетесь? Я анекдот вспомнил. Ну, ты понял. Я анекдот вспомнил про погоню. Про коню? Про погоню. Про поконю? Блять, что не так с интернетом? Он заебал. Ну, что с ним не так? Начнем с того, что это просто интернет. Он всегда был таким. С ним всегда что-то не так. Нападение на дороге. Да идите нахер. Никогда мне. Как можно вас резать тоже? Сами разберетесь. Мрахоеды. Долбаные мрахоеды. 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 Ну что, тут опять нападение у дороги, да? Не хочу я с вами драться. Просто не хочу. Нет у меня желания. Шмотки где? Шпоры, ожерелье. И теперь превращаемся в Бэтмена. Полная же рубашка от Стефани, кольцо. Точнее в этого. Превращаемся, блять, в дворянина. Все, теперь мы дворянин. Брюс Уэйн. Уэйн. Брюс Уэйн. Я покупаю это здание. Покупаю Electronic Arts, чтобы на его месте построить туалет общественный. Прикинь, купил, блядь, Electronic Arts и туалет из него сделал. Вот это было бы, да. Надо маску написать, что так сделал. Уже есть деньги. И он купил Electronic Arts и сделал из него туалет. Отличное вложение денег. Так, кобыла.
Может, тебе тоже бросишь котелок и яд? Greetings. I'm back from scouting. Excellent. What have you... There's an overgrown, ruined village in the wood. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks. No more than I expected. I have no fear of them. But there aren't just bandits in the camp. There are Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Siggers... I took a look at their arms and armour. They're not a proper army, but they're equipped quite... What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a... I don't like the sound of that. It complicates the situation. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their... That's about all. That's all right. Did you manage it? I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's... I managed to slip poison to a few of them. They should be too sick to fight. You're as cunning as a fox. We need more like you. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an expert. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. You can rely on me, sir. Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully... Alright, I'll get going. And be quick. We've no Там, time кстати, по плюсу игры раздали. Ну они... Ты знаешь. Ты знаешь. Они отлично. А, блин, надо было до разбойников еще дойти, что ли. Хер ты с ним. Так, ладно. Надо одеть снаряжение пацанское. Так, где у меня ближайшая хата есть? Ката. Хата. Лата, ката, мата. В Ровне есть у меня что-нибудь? В Ровне-то, блядь, самы нет нихуя. Блять, в Тамберге временное жилье есть. Ну, поскакали в Тамберг. Мрхаед. Мрхаед. Тудынский конь, тудынский конь. Ща как наряжусь в свои доспехи, как зазвеню, кому-нибудь. Лол. Чё? Я так понял, что... Короче, суть такая, что мое последнее сохранение... Ты знаешь, когда было создано? Нет.
3 марта 2018 года. Ровно год назад. Лол. Где здесь? Лол. В Kindom Come. Прикольно. Ровно год прошел, короче. Ровненько прям. Ровнюшенько. Почему? Ну, равнюшенько бы он прошел бы, если бы 3 года назад. Ну, пару дней назад. Да был правнюшенько. Или это создание профиля. Или это созданный профиль. Короче, не суть важно. Женщина, ну что ты делаешь? Слышь, корчмырь. Направляю на тебя свою женскую энергию. Я тебя предупреждаю, тебя слышит очень большое количество людей. Что я знаю? 10 тысяч. Анька. 10 тысяч человек. Или дядька Чебурек. Так, где моя кровать? Where do I go? In the loft. There's a door next to the chicken coop. Трубы. Блять, пиздец. Я на чердаке спать собрался. Пиздец. Где чердак? Есть что ли? Нет, не тут. Сразу за курятником. Вот курятник. И вот сразу место за ним. Вот чердак. Так, в что бы одеть-то на себя? Даже не знаю, у меня столько снаряжений, даже не знаю, что выбрать. А что ты хочешь? Для чего тебе? Ну, войну биться иду сейчас с толпой там неравнодушных. Так, аугсгубский лат мне. Ахилленская броня. Сейчас что-нибудь выберем. Так, шлем у меня есть. Бава, так. Койф Вархорс. Кольчужные поножи. Самый дорогой надо взять. Нюрбенгенский панцирь. Наплечники панов липы. Кольчужные поножи. Латные рукавицы липы. Тяжелый для минарный доспех. Так, это мне не надо. Я пока отвалюсь. Давай. Пожру. У меня идет копирование в хранилище сетевое, поэтому я не могу там заглушить тусовку, еще что-то. Я поэтому просто выдерну шнур и выключу связь. На. Держи. На. Так. Что-то не хватает. Что-то каких-то шмоток не хватает, черт. Лучше сгрудим тогда это все дело. Что, в чем я хожу? Обычно.
нахер, видишь, что едет вообще. Где купальщица? Машину не так покупают. I'd like to... Uh-huh. I'm sure you'll be God be with... Henry, I'm glad you stopped by. Yeah. Yeah. How are you, Henry? Нормально все. You were right. About that quarry? How? We searched every corner of the inn and found something in the cellar. The sacks that were used to carry... God's blessings. Goodbye. God bless you. Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Hang on. Easy now. I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? Yes, sir. May God be with you in battle. Take care now. Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two.
I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. We'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Line up! Now! Don't pursue them! Stay in formation! Go! 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 Не сюда, что ли? Рация, где рация?
Deal with those archers before we're all shot! Блять, а где свои-то? Еще ёбнутые. Так убить могут.
фигня какая-то. Что-то какая-то дичь. Забаговал опять, сука, гребаный квест. Not another step! Deal with those arms! Oh, son! Line up, now! Now to take the main stand. Get ready, men! This will be the toughest fight! Form up, now! Forward march! Not another step! Блять. Еще мясо. Забрала, нихуя не видно. Я вернулся. А когда я вернулся, я увидел, знаешь что? Я увидел, что у меня есть поврежденные данные сохранения, которые не могут быть скопированы в сетевое хранилище. Значит, я увидел. Да, сука. Короче, по ходу сейфа мне придется распрощаться с этим 60-часовым сейвом. Ну, ничего хорошего все равно не было. Да нет, там было что-то хорошее. Не говори так, мне больно. Когда бой надо отбирать. Знакомая ситуация, да. Мы идем, иду коротышку убивать. А, коротышку? Тышка. Тышка. Убивал коротышку?
Не знакомый. Ну, я там с какими-то бандосами сражался где-то, что-то там пачка на пачку, но... Ты по-любому дальше меня прошел на сюжетке. Я тебе говорю, я по сюжетке должен прийти, еще был лагерь в какого-то там, где бандиты сидят там, огороженный чистоколом. Я даже там-то не был. Ну вот он как раз и есть. Ну вот достань лук, ёбаный. Водка, лалайка, где мой FPS, блядь? Блядь. Просела просто графония, хуя. PSN прям вообще жестко выключить. Дополнительно к твоей приставке. PSN. Либо это у меня интернет, либо... Я не знаю, что это. Где этот коротышка сраный? Интересно, блядь. Что случилось? Что-то пошло не по плану? Закололи все хера. Я тут увидел коротышку. Это который здоровый такой? Ага. Самый здоровый коротышка в мире. Наверное, получил он прозвище. Наверное, прозвище он получил не из-за роста. Видимо, да. Вот это у него в другом месте где-то он коротышка. Поэтому у него такой скверный характер. Да. Вот и разобрались. Дал как. You don't remember me? I remember you, though. Well, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Это за шурмой флин, это на полчаса где-то. I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe Да? you've had... Сидишь полчаса без меня? I hope so. Because last time was too easy. Я сейчас с коротышкой буду биться. Он должен квест по постройке города открыться, по идее. Да, ну да, вроде да. Ну, логично даже будет. Цена и угроза-то пропадет. В лице заказчиков, которые знают свидетелей. То есть они. Дальше можно спокойно своими делами заниматься. Ладно, я тогда выползу вообще из песов, пойду скажу. Тут все равно она за углом буквально. Куда пошел-то? За шавермой пошел. По-быстрому, пока не поздно. Что, блядь, что На, там? с двух ударов убил, нахуй. В глаз выколол ему опять. Жестокий. Жестокий ты человек. Жестокий. Ладно, с Ладно, трех. свалился. Давай. Мегабосс тоже мне, блядь. Босс-барбосс.
Not bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Rattay, and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today. Турнир в Раttay. Неплохо. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. Ну что, погнали на турнир, надо еще с этого. Шмот выбить еще. Так, перчи есть. Что там? Панцирь. А, шапка. Еще что-то дали. Где там турнир? Если on the right, the right, Yeah. goes. Шо нахер?
Подтяжки сраные. Турнир надо. I'd like to enroll. All right. Of course. What's your name? I'm Henry. I'll make a note of it. And I need to know... Longsword. Good. Meeting face to face in this round will be Henry of Skalitz from the company of Podddержать Kubla. And he will face Zdeněk, apprentice to the rat-eyed scribe. Welcome, our warriors. Давай, помощник. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. We will witness a duel with longswords. Guns! Камбу тащил. Change weapons for the second bout. Our warriors will fight with hunting swords. Go ahead and gather your strength. Proceed to the next round. Greetings, good night. Let's fight. I hope you've got coin this time. I can't fight. God be with you. Meeting face to face in this round will be Henry of Skalitz from the company of Podddержать Kubla. And he will face Thaddeus, commander of the guard at Talmberg. Welcome, our warriors. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords.
Что тебе не понравилось? В глаз тебя потыкал, козлу. Change weapons for the second bout. Our warriors will fight with hunting swords. Oh, Peachy! Had enough. Что тут, Тадеуш? Очкуешь? The first combatant will be Coleman, man-at-arms of Sir Hanush of Leipa. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Sir Ranzig Kubla. Welcome, our warriors. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Curse it! I'm over here. Какой задиристый пацан. Вот так, да, ты решил? Ну ладно, эксплойтишь, сука. Ау!
Shit. Come and get it. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. God! Peace. Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sir Hanush of Laipa. All glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzig Kobyla. His prize will be given to him by our gracious Sir Hanush. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Probislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Probislavitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off. And they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry.
Tell me, how many groschen did we find in Pribyslavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. On a hell of a show, Henry. Here's your heart. Thank you, Sir Hannes. See you later. God bless you. You're lucky to be alive at all. Greetings, Henry. I hear you on the... Sir, can I... Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safe. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it's a Easy, lad. I'm only pulling your leg. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein, let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can... You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more
Pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you... Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone, go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too... Who is this Sir Kuno? He's the last baron of the House of Rickwalt, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor... He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well... That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not... How is he in debt? I did him quite a big service, actually. Oh, sounds like quite a story. You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the Executioner too. All right. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's... Good luck, Henry. I will, sir. Good luck, man. Я понял, это понятно. А где же квест сам? Greetings. Henry, have you questioned that prisoner? Not yet. Then get on with it. What do you... May I be... Yes, Henry. Chief Engineer Fafer has been asking for someone reliable. The Chief Engineer? In a manner of speaking. Master Fafor has, well, evil forebodings. Will they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. You'll get the details from Chief Engineer Fafor. For the time... Certainly. Where do I find him? Where? Now that's a good... He ought to be somewhere at Kirkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. Well, thank you. I'll go and see... Good luck, Hal. Good luck, then. Yeah. Yeah. Пойдешь? Да. Так, а что там за квестов насыпало, значит?
О, надо прикупить набор. Yeah. I'd like to... Uh-huh. I'm sure you're... Мыльщицы. Yeah. Henry, I'm glad you came. Чудо, пан, как дела? Yeah. God grant you... I've come for my winning. All right. There'll be another tourney in a week or so. We'll see. About betting on... I'm glad to... A nice little wager. Well, break a leg. Take care. Пойду покурю.
Стоп, так, запишись на турнир. Так, здесь что? Главным инженером. Здесь что? Парня. Так, ладно. Начнем с инженера. Yeah. Greetings. Are you chief engineer? Yes, I am. Sir Radzig sent me to be of service. Ah, I'm glad to hear it. It's high time we started putting... How can I help with these, Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered here. You really think someone could be stealing the silver from the mines? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See... Is that the yard next to the sky? That's the one. I don't know what state it's in now. They used to... A silver store? I doubt it. What about these water... A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and a... You said mine gallery? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by... Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. Should I be expecting trouble? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs... I see. Well, you and Sir Rad... That's all clear. Goodbye. Отличненько. Так. Ёптить, ёптить. Кустов-то опять миллион насыпало. Под них. Скачать бастарду этому. God save Henry. Good day, Henry. My humble greet. See you later. See you later. I'd like to Well, we can... What do you say? Let's not...
Aye, for that. Good luck to you. Катарди, нам можно напялить. Что еще туда можно напялить? Помимо катарди. Кафтан. Крашеный кафтан. Шмотку ты напялил на себя. Вот так вот, так. Пошли к этому. Greetings, good... Good luck, then. Good luck, then. Не хватает снаряги. О, кофу не хватает. Коф надо одеть, точно. Коф у меня где-то есть. Ну и ладно, так. Коф надо заехать взять что-то. Yeah. Я что-то хату теперь точно. Yeah. A lovely day. Yeah.
подготовился как следует. Yeah. Да. На дороге мешаешь проехать. Так. Сгоняем туда. К этому типу. Потом посмотрим на Тальберг. Здесь 3 квеста. Yeah. 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 Поворот не туда. I'll be with you. I'm looking for Sakuno. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. These here are the Bearman brothers, Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string 2 words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Costell'o. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Snot-nosed brat. You pull them out of a pile of shit, and they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. And as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight.
we could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right. I've heard a lot of fellas say that. I still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure. No problem, Chief. You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Sir Kuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. But what do you want to know? Sir Radzig told me the Rickvold family lost its wealth. How did that happen? There's all sorts of ways to become impoverished. Nothing easier. Especially when your father's a fool. And your mother's mad as a bat. Oh. But it's a long and twisted story. We took our name from Rickvold Castle. But that actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynitz. And my father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very well. There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynitz. Oh, he might have been after a bit of both. Sinning and confessing all in one place. Well, I can see the convenience of it. Anyway, my mother never had strong nerves. Truth be told, her sanity was always shaky. Then, one frosty December morning, I was woken by screaming and smoke. I looked out the window. I saw my mother there, in the courtyard. Christ. Hellish it was, I can tell you. Me and my sister Adela, and a few servants managed to get out before the whole place went up. I couldn't get to my father. Or my little brother. My sister and I were left destitute after the fire. Then my cousin, Adam of Drevich, took us in. A few weeks later, he offered to buy what was left of our estates and sell me a small fortress near a... It was a great relief. We suddenly had some hope of a future again. So I told my sister. A week later, the two of them announced to me they were getting married. And all that was left of our estates, lands, woods... But surely that was for you to decide. You were the head of... Aye. Only I barely had 17 years under my belt, and I just lost everything. Of course, I argued with them. That's pretty harsh. You're telling me. But I'm not complaining. As my pa always used to say, if you can turn your hand to something, you'll never be lost. I'd like to ask about your... Ask away. What about the fellow they called Dangler? I've never ridden with a better man, I can tell you. He doesn't say a lot, but for that... So he scouts for you? Not just that. It's happened more than once. I was closing a deal with someone. Nearly every time he was right. And the fellow tried to... Those Behrman brothers are... Indeed they are. There's no more mercy in them than in... well, a bear. If I told them... Jesus. Oh, aye. They'd argue first about which one of them got to do the job. Real soldiers.
pair of them. As long as they don't get too drunk. Then there's no keeping them under control. What can you tell me about Fletching? For one thing, he's a very... How did he come to join your band? Well, let's just say he was in the right place at the right time. What exactly happened? Sorry, I'd love to tell you the whole story, but I'd be betraying his trust. Oh, now you've got me curious. Maybe I should ask him myself. Sure, why not? What about that dumb one? How did he end up with... The stone? Oh, he just kind of tagged along. Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Kladsko, when we ran into him and... You know how it goes. We made acquaintance with them, had a drink or two. Then we travelled on together. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into you lot on the road. We might have done some things I ain't proud of. But wayfarers are sacred even for me. Anyway, our fellow travellers dropped off along the way. One in Mohelnitz, one in Show. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept up. When we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get rid of him. I had some business at the castle, and I didn't want... Stefan tried to tell him nicely. But he just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him... Then the Bearman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Well, a man who can do that is a man you want on your side. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't... No, I figured if he can't talk, he can't tell. Besides, I've had worse. What about Jakey? Jakey? That boy will be the death of me. You've got to be tough on him, or he's good for nothing. Like a son? I wouldn't go that far. But I've no family of my own. And unlike those... You're pretty hard on him, though. And the others keep him on his toes, too. The boy needs a firm hand. I was like him once, and I got the same too. If we let him be, we'd end up with a third... True. 2 is more than it. What about your debt to Sir Radzig? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. In the end, the two sides negotiated a truce, and I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry... We spent the whole night drinking together and talking, and in the morning we set off together, with sore heads, but in good temper. Since he was only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. And then it hit me. Colleen is a royal city. So he was there to represent the... I see. So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. And I'd surely have ended my day swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a... Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. So Radzig is all... Well, nobles... Not my old man. Anyway. Christ. Hellish it was a great... A week... But... Aye. You're telling me... Should we ride out? Aye. We ought to set out on patrol about now. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my butt. Sure.
What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills, rising, curdling, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening in a mossy hollow. The sweet aroma of honey in the air. The sturdy poplar, standing tall and erect. Aye. It reminds me of that day. That day where the two of us fucked Fletcher's ma. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh? How's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletch is moaning about. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. It always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh? Well, how did you get yours then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight. To the victor the spoils. That's how it's always been. But no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company is for. And I hope you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Chief, I think there's something going on over there. Let's go. Behind me, keep your eyes peeled. Yeah. Yeah. Долго скачет. Решились. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen, hidden in a piss pot under the bed. A nice chunk of beef. No one there will be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother, and I ain't even touched a purse yet. Once you get your hands on some loot, I'll be happy to play you for your hard-earned groschen back at the camp. Poor old Fletch. Never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Futility and human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Why don't you take a leaf out of Stone's book and shut the fuck up? Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. Keep your eyes peeled, though. There might be someone hiding out here still. Look for clues and question the survivors, if there are any. Jesus Christ, what a massacre. They weren't even armed. Looks like it happened fast. We can't be all that clever. God almighty.
Did you find any trap? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They were avoiding the road, which is interesting. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well weighed down. Oh, they can't move too fast then. No. And what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some... Nice work. Poor creature. Hunted down like game. Looks like they carried away a lot of stuff. This way. Seems they met some resistance at the farm. What a waste. But at least I know which way they went. There they are. Yeah. I tracked down those raiders. You did? Well, nice. A short way to the east, in a glade in the woods. How many of them are? About 10 or so. 10? Fuck, I don't like... I'll tell the lads we're gonna deal with them.
Hey, to me, now! Listen up. Henry tracked down those bastards who raided the farm. They're dividing up their loot, not far from here. So let's pounce on them and give them what for. Move out! Пешком пойдем, что ли? Ну, ладно. Quiet as the grave, as the stone would say. That's a good one. I haven't heard that one since... Let me see. At a loss for words, are you? Stop it, please. Or I'll split my sides laughing. I feel sorry for the stone. Imagine not being able to insult your enemy's mother. Ah, big mouth Jakey makes up for it. I don't know how you managed without me for so long. Who wasn't needed their back covered last time? Jakey. Jakey. Fuck you. I don't need minding. We all cover each other's backs. That's how this band works. Get used to it. I've no intention of getting myself killed by a bunch of bandits who pillaged a farm for cabbage. Well, I don't know. You might get mistaken for a cabbage yourself. Aye, he's green enough. I'll cover you, Jakey. Got it? Thanks a lot, Fletch.
Did the raiders leave any trap? Well, they came from the northwest. Oh, anything else? No, nothing. Yeah. 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 Тотально сейчас с ним поговорю. А спать идти. Лагерем такому он появился обратно. Нихуя не понял. Я его не выполнил, что ли? Твою мать. Yeah. Yeah. Быстрее-то проехать. Прямо. Yeah.
Yeah. Северо-запад. Чем квесты заканчиваются? Yeah. 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 Worthless trinkets. Not even Fletch could flop this one. You found anything interesting? Fuck all. They cleaned him out good and proper. And what did you do with them? Don't you worry. I seen plenty of wounded fellas, and he wouldn't... I see. And did he tell you? He mumbled something. Zool? Me neither. Короче, ладно. Завтра пройду. Мне нужно спать, надо пиздовать. Да. Завтра пройду. Всем спокойной ночи.